Новинка от JBL. Колонка, которая имеет приятный и стильный дизайн, качественные материалы, защита от воды класса IP67, отличное качество звука, мощный бас, мультипоинт до 2 устройств, режим Party Boost, время автономной работы до 12 часов и поддержку приложения JBL Portable. Обо всем этом, как вы уже поняли, можно, как всегда, прочесть в рекламе к Bluetooth-колонке под названием JBL Flip 6. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона. Цвет упаковки зависит от цвета самой колонки. К примеру, у меня колонка в красной расцветке. Исходя из этого, большая часть упаковки красная. На упаковке есть краткая характеристика, название и изображение модели. Пакинг отличный, все упаковано надежно. Как на подарок пойдет. В комплекте мы имеем саму колонку, довольно длинный и неплохой кабель для зарядки с USB-A на USB-C и краткое руководство, в котором все понятно и доходчиво расписано. Колонка выглядит в красном цвете, как по мне, довольно привлекательно. На первый взгляд ничего лишнего. Весит она 533 грамма, а габариты составляют 180 на 68 на 70 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего интересного и выгодного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводной колонке. Полетели. Приобрести данную колонку можно в бирюзовой, серой, красной, черной, синей и камуфляжной расцветке. Дизайн, как я уже говорил, хороший. Даже при долгом использовании он не надоедает. Но от Flip 5 по факту изменения минимальное. Большая часть корпуса обшита тактильно приятной тканью. Также есть надпись JBL, по всей видимости из металла, а по бокам силиконовые вставки. Сборка, как и качество материалов, очень хорошая. Потертости и царапины за время моего использования не появились, что радует. Ко всему ничего не отклеилось, как это было с колонкой JBL Flip 4, которую обозревал около года назад. Далее, Flip 6 можно класть в крепление под бутылки на раме велосипеда, разумеется, не во все. Также на корпусе расположили место для крепления шнурка и сам шнурок для переноски. Он довольно прочный, и на нем есть бегунок для удобства. Ставить данную модель можно как вертикально, так и горизонтально. Стоит она устойчиво, не прыгает и не передвигается при воспроизведении музыки. Разговаривать через колонку нельзя, так как встроенного микрофона здесь нет, что я отнесу в копилку к минусам. Далее есть прорезиненная панель, на которой расположили надпись Flip 6, индикатор в виде капсулы заряда аккумулятора, открытый разъем для зарядки USB Type-C и 2 физические кнопки с подсветкой, такие как кнопка включения-выключения и кнопка Bluetooth. Также есть 4 физические кнопки, которые оформлены в стиле JBL. Из команд на борту play-пауза, регулировка громкости, переключение к следующему треку и вход в режим Party Boost для подключения до 100 колонок совместно. Ну или 2 колонки для стереозвука, но только если у вас 2 Flip 6. Как вы уже поняли, управление неполноценное, что, как по мне, является фейлом. Кнопки нажимаются хорошо, ход туговатый. Некоторые команды сопровождаются системными сигналами. К слову, отключить звуковой отклик можно в приложении. Переназначить управление нельзя, RGB подсветки нет. И, как по мне, можно было бы сделать помимо подсветки кнопок еще какую-то ненавязчивую RGB подсветку. Летим дальше. Оснащена JBL Flip 6 двухполосной акустической системой. Низкочастотный динамик 45 на 80 мм и твиттер на 16 мм. 20 Вт RMS для вуфера и 10 Вт RMS для твиттера. Выходная мощность суммарная, по идее, 30 Вт. К слову, как у колонки Tronsmart T7, обзор на которую вы уже можете посмотреть на канале. Она, правда, значительно дешевле, можно сказать, в разы, но не в разы хуже. У Flip 6 частотный диапазон от 63 Гц до 20 кГц, заряд аккумулятора в шторке смартфона не отображается, полноценный мультипоинт на борту, что хорошо. Анимация при подключении в наличии, колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством, емкость аккумулятора 4800 мАч, по моим тестам хватает этого дела на 8-9 часов при громкости 65-70%. И, конечно, заявленных 12 часов тут не видать. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 43 минуты, что довольно долго. Время автономной работы неплохое, но запаса нет. Во время подзарядки Flip 6 использовать можно, а также есть защита зарядки, что означает, что при достижении 100% заряда колонка предупредит об этом звуковым сигналом. Водонепроницаемость и пыленепроницаемость класса IP67, разумеется, я протестировал ее, окунув в воду, с колонкой ничего не произошло, и на звучание вода никак не повлияла. Так что брать с собой на природу, к бассейну и так далее можно ее без проблем. Но в соленой воде, напоминаю, купаться вместе с электроникой не стоит, чтобы вам кто ни говорил. И, разумеется, все тесты звучания были до утопления. Приложение JBL Portable. После подключения колонки к приложению мне сразу же прилетело обновление. Приложение на русском
русском языке, функции по минимуму, и на стартовой странице мы имеем заряд аккумулятора, но не в процентах, что неудобно. Далее есть трехполосный кастомный эквалайзер, хоть и на этом спасибо, предустановок нет. Включить режим Party Boost можно в приложении, как и посмотреть краткое руководство. И на этом все. Это вам не беспроводные наушники с тысячами функций. Bluetooth версии 5.1, не 5.3, он последний из кодеков SBC на борту. К яблочным девайсам они тоже, разумеется, подключаются, эти колонки. Связь со смартфонами колонка держит неплохо, но в квартире связь обрывается на расстоянии 6-7 метров между смартфоном и колонкой, что, разумеется, совсем не радует. Задержка при просмотре видео на YouTube приемлемая, в играх, разумеется, задержка слегка заметная. Примеры вы сейчас увидите и услышите. Go. First point for the red team. Звучание. Запаса громкости достаточно. В полуметре колонка выдает в среднем 85 дБ. В квартире, чтобы комфортно слушать музыку, я выкручивал громкость не выше 40%. На 100% громкости каши практически нет. Стоковое звучание чистое, качественное и сбалансированное. Частоты не залазят друг на друга. Бас мощный и плотный. Середина имеет хорошую проработку. Верха звучат отчетливо. Ко всему они не теряются на фоне остальных частот. Детализация хорошая, инструментал различим. Звучание мощное, как для колонки таких размеров. Но свою цену звучание и функционал по мне однозначно не оправдывает. Да и от Flip 5 по звучанию прям сильных изменений нет. Минусы: нет микрофона, значит нет функции громкой связи, неполноценное управление, старенький Bluetooth, в приложении нет предустановок звучания, нет нормального кастомного эквалайзера, также не отображается заряд аккумулятора в процентах, также по мне завышенная цена, нет режима автоотключения, связь держится нестабильно, во всяком случае на данной прошивке. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок, взаимопомощи и личный телеграм-канал. Там, еще раз повторяюсь, много всего интересного. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов к данному ролику, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Подписывайтесь и пишите в комментах, что еще купить на обзор. Резюмирую, JBL Flip 6 имеет отличное чистое звучание с мощным басом, звучит она и вправду достойно, но цена сильно кусается. Отмечу защиту класса IP67, мультипоинт, приятный дизайн, качественные и прочные материалы, но если вам не нужна такая степень защиты и мультипоинт, то советую присмотреться опять же к Трансмартом, к той же T7. Так как она имеет последний Bluetooth, удобное управление, звучит отлично и стоит гораздо меньше, в разы, чем JBL Flip 6. Смотрите у меня у остальных обзоры на подобные колонки и поймите, что те же Мифа и Трансмарт очень близки к JBL. А JBL уже очень давно это просто бренд. Спасибо за просмотр. От девайса у меня за звучание и наличие мультипоинта да, за все остальное нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.